Всем привет, всем здравствуйте, с вами Ярослава Геринг и наше экстрасенсорное видео. Я живу в Швейцарии, это мой центр, где я провожу экстрасенсорные занятия и практику. Я давно работаю как парапсихолог, как медиум, я написала 10 книг, 3 из которых переведены на русский язык, и я вам оставлю ссылку в описании, если вы хотите познакомиться с моими книгами, в которых очень много разных упражнений и вообще разных откровений по поводу медиумизма, экстрасенсорики, интуиции и вообще всего такого. Я президент Академии парапсихологии и психических наук, в смысле того, как наша психика реагирует на всякого разного рода паранормальное. Я также увлечена парфюмерией, ищу всегда какую-то экстрасенсорику в ароматах, как допинг для занятий. И сегодня мы поговорим о паранормальном. Я уже делала выпуск, где я рассказывала о том, как люди относятся к паранормальному и вообще Ghost Hunters и все такое интересное, загадочное и мистическое. Я приготовила для вас несколько инструментов, чтобы показать вам, что такое паранормальные исследования, паранормальные эксперименты, чем вообще занимаются медиумы, парапсихологи. И так как я преподаю все это и рассказываю, и, естественно, на своем опыте я должна все объяснить и показать разного рода инструменты. Давайте приступим, но сначала, в каких же парфюмах я провожу свои паранормальные исследования? Это для тех, кто уже видел на моем канале разные видео, связанные с парфюмерией. Так что по-быстренькому я вам расскажу, какой мне лично нужен допинг. Перво-наперво это аромат от бренда Amouage, который называется Memoir. Черный, темный, загадочный, смертельно опасный. И вообще, когда человек умирает, у нас о нем остаются очень, надеюсь, теплые воспоминания. И поэтому этот аромат для меня соотносится с медиумизмом. Как и второй аромат, это от бренда Mona Diorio, который называется Nuit Noire. Черная ночь с жасмином. Какой же здесь жасмин, немножко индольный, темный, на духов похож, духи, призраки и так далее. Я уже делала видео, как отличить дух от призрака, и сегодня мы будем продолжать. Поэтому это такое небольшое вступление для моих любителей парфюмерии на моем канале. Итак, начинаем. Во-первых, когда мы идем исследовать какое-то определенное место, нам нужны инструменты насчет того, чтобы мы поняли, если там есть какие-то паранормальные явления, духи, призраки и так далее. И перво-наперво, что должен иметь с собой Ghost Hunter? Это, естественно, диктофон, это видеокамера, темнота, друг молодежи, как говорится, но и друг духов, потому что темнота поможет нам через разные инструменты просмотреть то, что невидимо человеческому глазу, но это можно будет увидеть только через объектив. Сейчас я вам покажу один инструмент, который называется Phantom Light. Это маленький прототип. Обычно с собой носят огромные лампы. Вы видите, что он темный. Темный, здесь ничего нет. Но как только вы включите эту лампу, в темноте вы не увидите этот свет. А через объектив фотокамеры увидите, что он светится таким ярко-розовым фиолетовым цветом. И вот эти огромные лампы приносят с собой, ставят их и наблюдают за происходящим в помещении через объектив, чтобы можно было увидеть, если есть там что-то. Вообще темнота – это не очень страшно. Дело в том, что все равно все видно через вот этот объектив, а вообще темнота, она нужна для того, чтобы в свете иногда что-то можно не заметить, а вот в темноте, вот странно, да, для паранормального нужна темнота. Так что вот такой вот интересный прибор.
Еще один прибор, который называется K2. K2, вот так. Я его почему-то по-итальянски сказала, но я уже до такой степени привыкла говорить по-итальянски, поэтому вы уж меня простите. Это прибор, который может отмечать разного рода волнения электромагнитного поля. Он включается вот таким образом, и вы видите здесь градацию от зелененькой лампочки до красной. Как только начинается какая-то паранормальная активность, лампочки начинают зажигаться. И от зелененькой, которая показывает, что сейчас в данный момент все в порядке, начинает светиться желтым, красным. Все зависит от того, какая сила в этих энергиях, которые зашли на огонек. Так что вот так все исследуется, но надо быть очень осторожным и не приближать их ни к каким электронным приборам, потому что они начинают просто сходить с ума. Так что K2. Обращайтесь, пользуйтесь, очень интересно. Даже во время просто сеансов или спиритических, или медиумических, иногда этот приборчик может показать, насколько близко подошел к вам дух и насколько изменилось электромагнитное поле вокруг вас. Выключаем. Вот такой приборчик, который также показывает на изменение электромагнитного поля вокруг вас, но и помогает вам вступать в диалог с духами. Многие исследователи, они не медиумы и не слышат в своей голове ответов на вопросы, но есть такие разные приборчики, когда все равно они вам могут дать ответы на вопросы, но это как маятник, который вам отвечает да или нет, только вот в таком формате. Вот смотрите, сейчас он настраивается и начинает издавать такие звуки, настройки. Но когда он настроится, если, например, я у духа спрошу что-то да или нет, что он мне должен ответить, если я подношу... Это зелененькое, это да, а красное это нет. Вот смотрите, я что-то, например, хочу спросить у духа, и он подносит свою невидимую руку, вот, например, со стороны зеленого цвета. И он начинает звенеть. У да и у нет совершенно разные звуки. И таким образом можно отличить, какой находится ответ. Ну и, конечно, зажигаются и огоньки красный или зеленый. Так что интересно поиграться. Еще одна из таких игрушек – это плюшевый мишка. Он тоже разговаривает. Этих плюшевых мишек очень часто, но это точно такие же приборы, которые измеряют электромагнитное поле. Их очень здорово ставить дома. Если, например, дома у кого-то слышится какая-то паранормальная активность, например, в комнате детей или вообще, то есть это не прибор такой явный, но имеет свою задачу. Если ночью у вас есть какие-то гости, вы можете их попросить, чтобы они с вами разговаривали через этого мишку и таким образом определили свое присутствие. И точно так же энергия, когда подносится рука, может это быть физическая рука или не физического тела, но все равно энергия есть, и вот он начинает с вами разговаривать. Попросите, например, духа, дотройся до носа мишки, если ты здесь. Есть еще другие чувствительные места у этого мишки, голова, например. Дотройся до головы мишки, если ты меня слышишь, если да. Вот. Так что, вот я его взяла в руки, он заорал. Вот такой вот интересный прибор. Сейчас я его выключу, чтобы он нам не мешал. Подожди, выключу тебя. Здесь у него в лапке находится кнопка. Еще что интересненького, это прибор, который называется Spirit Box. Это для метафонии. Что такое метафония? Это когда дух с вами общается через волны, радиоволны. И у меня здесь, к сожалению, сейчас нет батареек. Вот они у меня здесь все вытащены, потому что я только что пришла с одного исследования паранормального, и поэтому вот чтобы батарейки не садились, я их оттуда вытащила. Ну просто чтобы вам показать,
Вот такой, да, батареек нет. Вот такой вот этот прибор, он включается и слышатся разные шумы, радиошумы. Можно настроить режим, чтобы переключался с одной радиоволны на другую в очень быстром режиме. И вот в этих звуках, которые будут проявляться в разных радиоспикеров, можно составить какие-то определенные слова. Но эти слова не вы будете составлять, а этим будет заниматься дух. Вы ему даете вот эти волны для того, чтобы там было как можно больше звуков. Они сами знают, как брать вот эти частички непонятных звуков и составлять их в слова. И вот кто работает с метафонией, один из методов этой работы – составление слов, составление фраз именно через радиостанции. Вот такая вот интересная штука. Далее, что вам может понадобиться еще, это вот такой инструмент, который называется планшет. Планшет – это инструмент для автоматического медиумического письма, когда медиум входит в состояние глубокого транса, и дух ведет руку медиума, которая свободно и спокойно лежит на этой планшетке. Здесь вы видите два колесика, которые помогут духу проводить этой планшеткой по листу бумаги и писать определенные слова. Во время транса медиум должен быть полностью расслаблен и не должен задействовать никакие мышцы и мускулы. Поэтому эту планшетку с карандашом ведет именно дух. Потому что если медиум возьмет карандаш в руки, он выйдет из состояния транса, потому что будет работа мускулов, мышц, и все пойдет на смарку. Вся работа, чтобы войти в состояние транса. Вот такая вот медиумическая планшетка. У нее есть очень много разных вариантов. Ну, вот этот самый удобный, скажем так, для именно медиумического письма. Что еще паранормального? У меня есть много всего, но я просто не могу вам всего показать. Вот, например, один из старинных способов тоже узнать, если находится рядом дух. То есть вызывается дух, здесь специальная батарейка. Сейчас этот прибор не работающий, мне нужно найти вот такую вот батарейку, потому что она, к сожалению, села. Ставится вот такая вот лампочка, и создается контакт. И когда дух приходит, лампочка зажигается. Дух подводит свою руку куда-то к батарейке. Я не знаю, как он этим пользуется, потому что я не техник. И мне это иногда может быть непонятно. Мне главное, чтобы работало во время всяких экспериментов, паранормальных экспериментов. И вот тоже спрашиваешь, ты здесь, раз, и лампочка зажигается. Один раз да, два раза нет. Ну, в общем, настраиваем мы сами наш лингвистический, символический словарь с духами. Это если кто не слышит. А те, кто уже медиумы и могут общаться с духами, то им это, конечно, и не нужно. Есть много разных вариантов такой работы с лампочкой, как, например, еще вот такой. Здесь то же самое. Здесь находятся как небольшие весы. И как только дух начнет шевелить весами, зажигается лампочка, потому что она входит в контакт с какими-то контактами здесь. Ну, в общем, все по-научному. Я в этом мало понимаю. Как я сказала, технический вопрос меня не интересует. Я главное, что меняю батарейки, меняю лампочки, и у меня все работает. Ну, вот что делать, если вот такая я блондинка. Потом, вот у меня здесь стоит столик. Вы его пока не видели, но я вам его покажу. Это специальный медиумический стол для спиритических сеансов и для паранормальных исследований. Этот столик, он шатается, он качается, он летает, он левитирует, в смысле летает, он левитирует. На него ставятся руки, и начинается задаваться вопросы духу, и вот столик начинает качаться, перемещаться и так далее. Мы проводили очень много таких экспериментов, и это очень-очень интересно.
Естественно, спиритическая доска. Спиритическая доска – это один из языков духов. Через нее можно замечательно общаться с духами именно потустороннего мира. Очень мало или практически невозможно через спиритическую доску слушать там духовных наставников, ангелов или общаться с какими-то святыми или с другими представителями, я не знаю, каких-то духовных иерархий. Нет, спиритическая доска – это именно для того, чтобы духи умерших людей могли с нами общаться. Были у меня такие товарищи, которые пытались войти в контакт с Иисусом Христом, например, или с Мадонной. Но это уже чересчур. И, естественно, им отвечали не те духи, эти создания, а кто-то за них отвечал, какой-то мусор, какие-то сущности из низшего астрала. Потому что, надо знать, как работать с этими инструментами. Далее, вот такой инструмент. Это медиумический конус. Этот конус, он тоже левитирует, он летает. Вот он сделан из картона. По бокам здесь находится ленточка, такая, которая светится в темноте. В общем, сам по себе он не волшебный, но становится волшебным, магическим, мистическим, медиумическим, когда медиум входит в контакт с духовным миром. Ставит на стол этот конус и просит дух реагировать через него. И вот этот конус, ты до него тоже можешь так легонько дотронуться, и ты будешь чувствовать, как дух вошел внутрь и начинает передвигать по столу этот конус. Иногда он может взлетать. Если работаем в темноте, как, например, вот когда мы проводим всякие паранормальные исследования в каких-то домах таких странных, там темно, и этот кружочек, он светится. Поэтому можно попросить духа, чтобы он поиграл с этим конусом. И можно увидеть, как этот кружочек вдруг раз и начинает летать, и ты просто за ним наблюдаешь, это очень интересно. Не всегда такое происходит, но мы работали, и, в общем, все происходит так, как надо. Конус может летать как самостоятельно, но и с помощью энергии людей. То есть, если, например, я не физический медиум, есть такое понятие физический медиумизм, когда вот все летает, все эктоплазма и так далее. Поэтому духовному миру не хватает моей энергии, и нам нужно быть, например, вдвоем или втроем, чтобы мы вот двумя пальцами буквально дотронулись до этого конуса. Вот 3 человека 2 пальцами. Даже если постараться, мы его не поднимем. Но наша энергия в сотрудничестве с энергией духа, которая вот сидит в этом конусе, начинает производить всякие разные манипуляции с этим предметом. Вообще потрясающе, просто очень-очень интересно. Вообще, кому интересны все такие паранормальности, странности, ради бога, пишите мне, если вы хотите, чтобы я осветила какую-то тему, я это сделаю с удовольствием. Как на парфюмерном канале, так и на канале, связанном с парапсихологией. Пожалуйста, всегда буду рада ответить на ваши вопросы. И до скорых встреч. Хороших вам паранормальных снов. Пока.